Леонардо Ди Каприо и Брэд Питт могли сыграть любовников в фильме «Горбатая гора», но отказались. 65-летний обладатель «Золотой пальмовой ветви» в недавнем интервью затронул тему культового фильма «Горбатая гора». Режиссер был подписан на съемки еще до того, как продюсеры заменили его на Энга Ли, который в дальнейшем получил Оскар за эту работу. Винсент упомянул, что в его кастинг-листе на первом месте стояли имена Леонардо Ди Каприо, Брэда Питта и других популярных актеров. Когда я начал работу над фильмом, я почувствовал, что здесь нужен будет сильный актерский состав. В списке моих кандидатов были Леонардо Ди Каприо, Брэд Питт, Мэтт Дэймон и Райан Филипп, но все они сказали нет. «Никто не хотел принимать участие в этом проекте», — посетовал Винсент. Напомним, что в центре сюжета была история двух женатых мужчин, между которыми начинаются романтические отношения. В фильме главных героев сыграли Хит Леджер и Джейк Джилленхол, которые, к слову, на съемках очень подружились. Продюсеры утверждали, что это первый гей-вестерн, хотя тему однополых отношений ковбоев в кинематографе раскрывал и Энди Уорхол, и Говард Хаукс в ленте «Красная река». «Горбатая гора» произвел немало шума на церемонии «Оскар» в 2005 году, забрав сразу 3 золотые статуэтки за лучшую режиссуру, адаптированный сценарий и саундтрек. Также у фильма был огромный шанс получить главный приз, но среди киноакадемиков разгорелся настоящий скандал на почве гомофобии некоторых из них. Так, американский актер Эрнест Боргнайн, которому на тот момент было 88 лет, заявил, что если бы Джон Уэйн, знаменитый режиссер вестерн-фильмов, примечание редакторов, был жив, он бы в гробу перевернулся. Интересно также и то, что в 1991 году снял фильм «Мой личный штат Айдахо» с Ривером Фениксом и Киану Ривзом в главных ролях. Это был своеобразный роуд-муви о двух гомосексуалистах-хаслерах, которые отправляются в путешествие по Америке. Для обоих героев эта поездка стала символом духовного поиска. Но судьба так или иначе свела Леонардо Ди Каприо и Брэда Питта на одной съемочной площадке. В настоящее время актеры задействованы в новом фильме Квентина Тарантино «Однажды в Голливуде», где играют друзей и напарников. Будет ли между ними по фильму какая-либо связь, кроме работы, неизвестно. Зато известно, что лауреат Оскара Ди Каприо знает, что такое крепкая мужская дружба. Его главный приятель Лукас Хаас знаком с актером с самого детства. Папарацци часто видят их вместе, даже в те моменты, когда Леонардо находится на свидании с девушкой. Кроме того, друзей объединяет братство любителей девушек, в котором также числится актер Тоби Магуайр. Как вы думаете, Леонардо Ди Каприо и Брэд Питт были бы хорошей кинопарой?
Источник People. Чем фото /news/imp/Instagram.